У вас остались макароны, и вы не знаете, что с ними делать? Или вы хотите приготовить на обед или ужин что-то очень быстро, просто, но в то же время невероятно вкусно? Тогда вам надо приготовить запеканку из макарон, которая готовится без духовки на плите. Блюдо очень бюджетное, но имеет отменный вкус, а с его приготовлением справится любой, даже начинающий кулинар. Рада вас видеть, друзья, на канале Записки пользователь или вы гениальный кулинар. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, на нем много интересных, вкусных и разнообразных рецептов. Я думаю, каждый найдет рецепт по своему вкусу. Для вашего удобства все видеорецепты собраны в плейлисты. Друзья мои, канал не имеет монетизации, поэтому существует только благодаря вашей поддержке. Не забывайте ставить лайки, а также вы можете оказать помощь каналу в любой приемлемой для вас сумме и поблагодарить автора за проделанную работу. Все ссылки есть в инфобоксе. Для приготовления запеканки нам понадобятся отваренные макароны в любом количестве. Если у вас, как в моем случае, нет отваренных макарон, то возьмите любые макаронные изделия 300-400 граммов. Кроме этого, нам понадобятся яйца 3-5 штук. Количество яиц зависит от количества макарон и членов вашей семьи. Понадобятся нам помидоры, которые можно использовать как свежие, так и консервированные или соленые. 200-300 граммов. 1 луковица. 1 кусочек сыра весом примерно 100 граммов. Укроп в свежем или сушеном виде. Также можно использовать петрушку, как свежую, так и сушеную. Еще нам нужны будет соль и перец по вкусу. Тем хорошо это блюдо, что если у вас есть кусочек сыра, который немного подсох, то его можно использовать. Это совершенно не будет чувствоваться во вкусе запеканки. Ставим на плиту кастрюлю с водой. На каждые 100 граммов макарон необходимо 1 литр воды. Если у вас 300 граммов макарон, то берите 3 литра воды. Воду необходимо посолить, поскольку у меня маринованные помидоры, а также соленый сыр, я соли добавлю меньше, чем требует производитель. На 3 литра я возьму 1,5 столовые ложки соли. Пока у нас закипает вода на макароне, мы режем лук полукольцами. Лук мы порезали полукольцами и кладем на сковородку. Предварительно на сковородку нальем растительное масло. Поджарим лук до золотистого цвета. Вода у нас закипела. Высыпаем в кастрюлю соль и добавляем макароны. Макароны перемешиваем. И если они у нас закипели, убавляем на медленный огонь. Варить макароны будем до полуготовности. Пока у нас отвариваются макароны и поджаривается лук, который мы периодически перемешиваем, мы готовим яйца. Яйца разбиваем в миску, добавляем соль и укроп и взбиваем венчиком. Лук у нас поджарился. Сыр натираем на терке. Макароны у нас сварились до полуготовности. Мы их откинули на дуршлаг. Можно добавить маленький кусочек сливочного масла, чтобы они не слиплись. Теперь помидоры режем кружочками. Все компоненты у нас готовы. Начинаем собирать запеканку. На сковороду выкладываем 1 слой макарон. У нас будет 3 слоя. И кладем 1/3 часть лука. Выкладываем равномерно. Выкладываем 1/3 часть помидор. Помидоры мы выложили и выкладываем 1/3 часть сыра. Все посыпаем равномерно. Теперь заливаем 1/3 часть взбитых яиц. В таком же порядке мы выкладываем 2 и 3 слой. Мы сделали верхний слой. Теперь посыпаем его укропом, свежим или сушеным, какой у вас есть. Заливаем оставшимися яйцами. Накрываем крышкой и ставим на огонь. Поставили блюдо на плиту. Готовиться она будет 15-20 минут. Друзья мои, наша запеканка готова.
Друзья, мы с вами приготовили очень простое, очень быстрое, но невероятно вкусное блюдо – запеканку из макарон, которое готовится без духовки. Блюдо хорошо как в холодном, так и горячем виде. Кроме того, при повторном разогревании оно не теряет своих вкусовых качеств. И вы можете, отрезав одну или несколько порций, разогреть их в микроволновке или на сковороде. Блюдо составляет собой полноценный обед, завтрак или ужин. Я вам советую его приготовить. Приятного аппетита, друзья! Готовьте с удовольствием. Помните, что вы гениальны, и у вас все обязательно получится. Подписывайтесь на канал, расскажите о нем своим друзьям. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Все это способствует продвижению видео и меня как автора стимулирует на создание нового, интересного для вас контента. Друзья мои, с вами была Пульхерия. Встретимся в новом видео. Пока-пока. До новых встреч.